У меня есть вот такая футболка и рисунок только с лицевой стороны. Я хочу это использовать в целом одеяле. Тон будет задавать вот эта композиция из цветов. Ну, а остальное приложится в деталях. Первоначальный план мой несколько изменился. У меня остался вот такой фрагмент с цветами от воротника. Я вырезала вот такие розочки. И вот что осталось от футболки. Спинка не считается. Я нашила вот такие блоки. И в центре каждого блока цветок или роза. Шить я начала эти блоки давненько. В течение этого времени я уже выпустила несколько роликов. То есть я шила это не спеша. Так как это трикотаж, полотно нестабильное, я решила нашить ее на ткань. Я нарезала вот такие квадратики из ткани размером 22 на 22. Понятно, что ткань это не новая. С небольшим запасом, чтобы потом при выравнивании, они, конечно, потеряют какие-то миллиметры, но меня это нисколько не смущает. Здесь точных расчетов математических нет, и в процессе работы все издержки в размерах можно будет поправить. Я беру для того, чтобы показать, как я это делаю. Но кто не видел, кто не знает, могут посмотреть, как я шью эти блоки. В моих ранних видео уже были такие работы. Можно заглянуть, посмотреть там. А кто впервые, посмотрите сейчас. Я кладу центральный лоскуточек, это у меня с принтом, и подбираю к нему подходящий лоскут. Я здесь использую не глянцевую сторону, а матовую. Так это спокойнее в цветовом решении. Вот таким образом я прокладываю шов. Сострочила, заутюжила и подбираю следующий лоскуточек. Прикладываю, по размеру подходит. Точно так же пристрачиваю, пришила, заутюжила и лишнее я срезаю. Я также использую свои черные нитки. Они у меня в большом количестве. Их не видно, поэтому я не заморачиваюсь. На срезание хвостиков тоже не теряю время. Подбираю следующий лоскутик. Можно так. Можно вот так. Но я смотрю, что после пришивания мне придется вот так отрезать. А при таком положении лоскутика мы срежем только уголочек. То есть у нас большая часть лоскутика останется при деле. Ну вот, я срезала здесь лишнее. И срезаю здесь. Следующий лоскуточек у нас приложится вот таким образом. Лишнее подрезаю. Так, и вот то, что я срезала,
я прикладываю сюда. И процесс продолжается. Так, и следующий лоскуточек я пришью вот так. Ну и теперь закрываем уголки. Так, это здесь маловат будет. Я могу пришить даже изнанкой. Да, вот так. А следующий вот сюда пойдет зеленый. Ну вот, в итоге бежевый лоскутик у нас ушел в верхний угол. Вы знаете, когда снимаешь на камеру, начинаешь немножко мельтешить все равно. От тебя ждут яркого выступления, а у тебя косяки. А сюда мы пришьем вот такой. А этот уголочек придется накрывать вот таким образом. Вот так. Ну вот, пришили, загладили, лишнее срезаем. Здесь придется подпороть немножко. Девочки, если вам кажется, что процесс невыносимо медленный, у вас есть возможность ускорить. На 1,5 можно поставить скорость. Вот так, здесь я тоже лишнее срежу. И показываю следующий уголочек. Так, ну это, наверное, вот таким образом. Что-то я не могу справиться с освещением. Он искажает все цвета. Ну вот, мы с вами шили вместе вот такой блок. Он получился красивым. Но вот здесь, видите, разрез оказался. И я, конечно, его закрою. Я пришью сюда лоскутик. Как-то вот так. Кроме блоков в технике Crazy Quilt я нарезала еще однотонные блоки и блоки в полоску. Из этих квадратов я буду шить одеяло. И это будет следующее видео. А чтобы его не пропустить, нажмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.